Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Немо. Онлайн-гадание, события ближайшего будущего. Давайте узнаем, как изменится моя жизнь. Сам по себе астрологически этот период таков, что очень много планетарных явлений. Это будут формироваться какие-то события в обстоятельствах вокруг нас. И вторично они будут влиять на нас, хотим мы того или нет. Может быть, и на жизнь наших близких людей или тех людей, с которыми мы контактируем. Это, в принципе, вектор наших отношений тоже может меняться. Вот давайте мы с вами сделаем такое видео, назовем события ближайшего будущего или, возможно, и неожиданные события, что может изменить как-то нашу жизнь или, может быть, изменить наши взгляды. Вот что произойдет, что поменяется. И мы выполним этот таро-расклад, онлайн-гадание на двух колодах. Это у нас будет оракул Ленорман. Мы посмотрим как раз две сферы жизни, может быть, которые наиболее проиграются для нас. Ну и остальные карты, которые раскроют эти события и которые расскажут о вас. Мы выполним сигнификацию. Мы сделаем на Таро Висконти Сфорца. Вот давайте мы сначала достанем две карты оракула, чтобы узнать, что же для нас проиграется. Что будет наиболее актуальным, может быть, в ближайшие 10 дней, 2 недели, что у нас произойдет. И дальше мы посмотрим, какую жизненную или чью жизненную историю нам хотят описать карты. Итак, первая есть сфера, которая будет наиболее актуальна. И есть какая-то вторая, или, может быть, вопросы с этим связаны. И давайте посмотрим, сигнификацию выполним. Кто же вы? О ком нам сегодня? Или о чьей личной истории расскажут карты? Что сейчас, мои дорогие, в вашей жизни? Как видят вашу историю карты? Вот на данный момент, как вы смотрите видео. Как вы себя чувствуете? Вот давайте с ваших ощущений. Что-то все либо стоит на паузе, либо, мне кажется, я хожу по кругу, ничего не меняется. Мне бы так хотелось, чтобы, либо что-то ворвалось буквально в мою жизнь, и какую-то рутину эту, словно замкнутый круг прервало. Потому что, с одной стороны, вроде все спокойно, но с другой стороны, от этого спокойствия уже, может быть, хочется выть буквально. Конечно, можно сказать, что когда все стабильно, кто-то даже к этому стремится, и само по себе вообще позитивная карта. Есть в ней, конечно, значение, все же это старший аркан и говорит нам о том, что словно высшие силы, знаете, как программа какой-то вселенной, она присутствует в жизни каждого из нас, и вот у вас сейчас может проигрываться именно этот момент, когда, знаете, как затишье перед бурей, правда? Может быть, вы интуитивно сами чувствуете, что вот-вот что-то произойдет. Предугадать это сложно, но есть такое ощущение, особенно для интуитивных девочек, неважно какого возраста, мы все девочки. Вот, может быть, вы своим шестым чувством понимаете, что нет, вот так дальше продолжаться не может. И будет как какой-то переломный момент. Кто вас сейчас окружает? Ваше окружение. 20-й старший аркан. Еще один старший аркан, правда? Когда старшие арканы выпадают, это всегда то состояние, когда мы не на все влияем. Именно мы под воздействием обстоятельств чаще находимся. Или в каких-то рамках, может быть, во взаимоотношениях это касается, да, или обстановки вокруг вас, или еще по какой-то причине мы вот скованы в наших действиях. Хотели мы что-то осуществить, но вот сейчас как будто у нас не получается, потому что либо мы должны уделять кому-то или чему-то другу свое внимание, или чем-то мы заняты, либо сама по себе ситуация не достигла какого-то пика, не развилась до той степени, когда вот эти перемены происходят. Но это
20-й старший аркан, добрая, кстати, очень карта избавления от боли, избавления от страданий. И если мы говорим в этом контексте избавления, да, что вокруг сейчас вас происходит или ваше окружение, вот в целом, могут люди уходить из вашей жизни. И вы знаете, говорят, отпускайте. Тут ведь самые разные могут быть причины. Кто-то смотрит буквально уход из жизни человека. Все-таки меня смотрят девочки из разных стран, и у каждого своя какая-то история жизненная. А у кого-то это может быть просто люди, как переоценка ценностей. Моя какая-то прежняя дружба, знакомые. Или, может быть, те друзья, которые были верными, а тут тоже по какой-то причине растворились в пространстве, пойди поищи. И я прихожу к выводу, к тому, что то, что мне прежде казалось, это мой такой оплот какой-то или склад моей жизни, круг моего общения, вот сейчас это тоже претерпевает изменения. И именно потому, что вполне вероятно обстоятельства нашей жизни, они как раз и влияют и на вас, и на людей. И вот то, что было истинно на самом деле, оно неизбежно выходит на поверхность. Если какое-то время люди даже, предположим, что-то скрывали или надевали на себя какие-то маски, а теперь эти же самые люди могли оказаться в таких условиях, что нет надобности уже какие-то маски надевать. Здесь может, знаете, как на оголенном нерве быть какая-то ситуация, когда каждый сам за себя. И вот именно в этот момент вопросы порядочности часто проигрываются, доверие вопросы и вообще какого-то продолжения как таковых отношений. И это бывает не только в отношении людей, которых мы называли друзьями, а ведь у кого-то это в отношении и с близкими может быть. Правда, какая-то переоценка ценностей. Но, повторюсь, карта очень добрая, и она нам говорит, провожай все же. Все то, что случилось или будет, вот буквально сейчас вы словно на пороге каких-то событий стоите. Вот то, что сейчас происходит и словно уходит из твоей жизни, отпускай и встречай все то новое, что приходит на твой порог. Значит, будут и новые люди, будет и новая любовь, будет новая работа, будут новые грани чувственности, будет совершенно какая-то другая история, которая будет зависеть от ваших тоже приложенных действий. Да, вам будет помогать пространство, это правда. Оно будет вас направлять, но ваша задача увидеть эти возможности. Мы часто не замечаем, что нам предоставляет судьба, потому что у нас какая-то своя картинка в голове. Нам кажется, что вот именно таким образом должно быть в моей жизни. Или я сижу и жду какого-то лучшего момента, да, потому что, ну, когда-то это все закончится и все восстановится. Я должна, наверное, разочаровать. В ближайшие годы у нас ничего не закончится, у нас только все начинается буквально с середины июля, планетарные аспекты все к тому идут, что перестройка мира идет вокруг, и она будет воздействовать на всех нас, она будет заставлять нас меняться. Поэтому наша задача использовать все то, что нам дает судьба. И если нам что-то предлагают, не отказываться, как минимум рассмотреть, или нам завтра чего-то не предложат. Поэтому быть в целом открытым миру и возможностям. Вот это будет важно. Потому что какая-то прежняя ее история, знаете, ее, мои дорогие девочки, даже нет смысла удерживать. По этой карте нет смысла реанимировать какие-то отношения, с одной стороны, правда? Здесь, если уже как бы какое-то примирение, оно само по себе проходит, когда не одни вы этого хотите, а еще какой-то человек этого хочет. Он делает какие-то действия, совершает по направлению к вам. Да, тогда можно рассмотреть и нужно варианты новых как будто отношений. Это будет, значит, совершенно другая история. А если мы где-то, ну, сродни силового метода или что-то мы хотим возобновить или кого-то словно купить на жалость, ну, я имею в виду разжалобить кого-то, или под воздействием каких-то непреодолимых причин, ну, как-то взаимодействовать с человеком, что тебе, допустим, выгодно, или заработать какой-то интерес. Надо помнить, что интерес, он в любом случае очень короткий период имеет. Потом, когда интересы меняются, ну, все куда-то исчезает. Для вас будут важны, наверное, как искренность в отношениях в плане дружбы, так и в личной жизни, потому что именно что-то
то, что мы можем на что опереться, или то, что нам будет согревать душу длительное время. Это вот те отношения по-настоящему надежные. Они могут быть построены только на искренности, но не на интересе, не на заинтересованности. И вполне вероятно вас может словно пространство вот к этому обернуть. Может быть, мы невольно тоже какие-то ошибки допустили. Теперь нет смысла об этом сожалеть. Просто сделать какие-то выводы и идти вперед по ситуации. Сейчас для нас задача отстраивать какую-то новую реальность. Давайте, и что происходит в вашей жизни сейчас? Ну вот в целом, может быть, деловая жизнь, вот как вы себя чувствуете. А вот неразбериха тоже. Или вы находитесь в состоянии какого-то конфликта. У кого-то это конфликт происходит на работе, когда меня тоже не понимают, и какая-то задача с многими неизвестностями или неизвестными. Какие-то иксов больше, чем ответов. Или это может быть какая-то напрямую конфронтация, вас не поняли или, может быть, предали, вполне вероятно. Как-то некрасиво поступил человек. А знаете, нам говорят, вот все-таки отпускай какую-то ситуацию. Не случайно, наверное, сначала выпадает карта умеренности, это карта гармонии, и она тоже нас, с одной стороны, настраивает. Может быть, кстати, мы начали с того, что я сказала, мне кажется, я хожу по кругу. Вот для вас этот круг, он может быть своего рода тот необходимый жизненный урок, или назовите жизненный экзамен, который нам пространство словно повторяет, повторяет. Может быть, вам поэтому и кажется, что я хожу по кругу. Значит, когда-то в чем-то мы допустили оплошность. И пока мы не сдадим вот этот жизненный экзамен, нам пространство, Вселенная будет в разных номинациях подавать приблизительно один и тот же опыт. Поэтому и чувство может быть. Я как белка в колесе, а просвета не вижу. Это самое время к тому, чтобы что-то менять. Причем менять не основываясь на том, я делала так раньше, и я продолжу так же делать. А тут надо как-то альтернативно подойти к собственной жизни и рассмотреть какие-то новые совершенно возможности. Просто, может быть, допустить, что если я буду действовать по старинке, какая-то история не закончится. И если мы переходим дальше к аркану старшему страшный суд, тут мы как раз будем избавлены от каких-то страданий, если мы под другим углом увидим как ситуацию, так и, может быть, и собственную жизнь. Здесь вот нам нужно просто полный вперед. И пространство нам, правда, помогает. Но с нашей стороны это будет требовать, знаете как, не создавать какой-то конфликт, не быть втянутым, правда, в этот конфликт. И даже какая-то может быть история, у кого как проиграется, у кого-то в личной жизни, у кого-то, может быть, это сопряжена и личная жизнь, и работа, или вообще вопросы вашего статуса, вашего благополучия каким-то образом тоже могут быть с каким-то конфликтом. И знаете, вот этот конфликт мы не продолжаем. Это не говорит о том, что мы должны словно на горло наступить собственной песней или с кем-то согласиться. Отнюдь нет. Это сложная достаточно карта, пятерка мечей. Это воин в душе, но это тот воин, который принимает какую-то реальность. Он словно готов встретиться со своей тенью. Но он не будет доказывать свою правоту. Но это и не значит, что он в угоду кому-то или каким-то лестным речам наступит на горло собственным принципам или тому, что для него важно. Или он себя поставит на второе место, а кого-то он возведет на пьедестал. Вот этого делать категорически нельзя. Для вас время может быть сейчас обернуться к самой себе и задать самый простой вопрос. Так, какого качества жизни я себе хочу? Как я себе свою жизнь представляю? И где-то от этого оттолкнуться. Что еще в вашей жизни сейчас? Да, есть какие-то и планы, и вы знаете, вы ведь очень сильная. Кто меня сейчас смотрит? Вы действительно сильная женщина, которая полагаетесь на себя. Но может быть так круговорот каких-то проблем, может быть разноплановых, а может быть информационный какой-то хаос, в котором вы находитесь. Сложность с чем-то определиться и тоже какую-то сумятицу в душу привносят. И сейчас я словно на распутье. Но вообще у вас очень хорошие лидерские качества. Тогда что же с вами произошло, что вы в себе сомневаетесь? Откуда такие сомнения? Что в вашей жизни произошло?
Еще одна пятерка. Пятерка всегда недостаток. У кого-то, правда, было какое-то глубокое разочарование. У кого-то была потеря буквально, правда, связанная с человеком. Или предательство человека. Но в конечном итоге, когда человек от нас уходит, и я вот сама остаюсь с собой, может быть, со своими проблемами, может быть, у кого-то еще и дети, хотя ну, нам не говорят о именно детской какой-то истории. Но мы ведь все разные, кто меня сейчас смотрит. И не важно, в каком вы возрасте. И я могла остаться, например, даже если вы руководитель, вот вы сейчас смотрите, здесь могут проходить девочки, у кого свой бизнес, когда вроде бы вы знаете, что мне делать, что мне не делать. Если нужно, вы умеете, научились уже себя защищать. Может быть, вы даже занимаете какой-то достаточно высокий пост, когда вы говорите людям, что делать, они вам говорят, что делать. И тем не менее, вот какое-то чувство невесомости, видимо, сейчас словно накрывает. И это когда все навалилось. Тут может быть какая-то история ваша личная, вместе с какой-то обстановкой, которая тяжелая вокруг вас. Плюс к этому добавляется еще, когда я даже не могу проговорить те свои мысли или ту свою боль, потому что я, может быть, никому не доверяю. Это само по себе может быть опасно. Или меня предавали и друзья, и я никому не могу сказать, что же я на самом деле чувствую. А мне нужно каким-то образом найти в себе силы, продолжать ну, какое-то как свое дело, может быть, конкретно зарабатывать деньги, обеспечивать какие-то вопросы благополучия, или решать еще какие-то вопросы, или руководить еще вдобавок людьми. А я уже настолько обесточена, что я даже не знаю, каким образом мне это сделать. Полное какое-то, знаете, вот как апатия, вот может быть такое состояние. И ведь, знаете, самое главное, надолго не застрять в этом чувстве. Оно нас вроде бы, с одной стороны, нет какой-то конкретной помехи, которая бы нам мешала. Есть помеха только в какой-то нашей глубокой философии раз, которая основана на реальных событиях, тех сложных событиях, которые были, может быть, совсем недавно буквально. И здесь у каждого свой срок. У кого-то это днями, какое-то известие пришло сложное, тяжелое, которое, ну, как разрушило нас изнутри, а у кого-то, может быть, и пару месяцев тому назад. И вот оно постепенно накопилось и сложилось в какой-то темноватый такой фон. И почему я говорю, нет чего-то вам, как серьезной помехи, потому что две пятерки – это мелкие карты, это то состояние, которое нам говорят, это временно, это проходящее. И наша задача, повторюсь, не застрять в этом состоянии, не нарисовать себе каких-то ложных картин, понимаете, как со знаком плюс, так и со знаком минус. А что еще в вашей жизни? Вы знаете, тут наслоились одно событие на второе, это как минимум. У вас получается как события или вашей жизни, они складывались таким образом, что сначала был какой-то, наверное, спор, либо какая-то конфронтация, либо обстановка вокруг вас, она вас заставляет держать руку на пульсе. То есть не расслабишься. Может быть, ваше окружение таково, что ну, и доверять невозможно, и подставить могут. И вот на фоне вот такого какого-то напряженного аспекта к вам приходит известие, которое вас еще дополнительно словно разрушает, выбивает из колеи. И это будет касаться, скорее всего, какой-то личной жизни. Или, может быть, когда любимый человек нас оставляет, или какая-то ваша любовная история как будто тоже разрушается, но как будто судьбе было этого мало. И приходит еще третья какая-то новость, которая практически, вот может быть, поэтому вы смотрите это видео, потому что конкретно получили какое-то известие. Или вас поставила судьба перед фактом выбора конкретного, и вы сейчас на пороге выбора стоите, и поэтому смотрите видео, потому что я уже настолько, ну, где-то растерялась, и я не знаю, как мне правильно поступить. Я даже уже сейчас не могу рационально принять решение какое-то, потому что меня словно разорвали пополам, потому что много пережитых каких-то тяжелых, сложных моментов было буквально за последнее время. Но выбор делать как будто придется. Чего это касается? У кого-то это может быть как конкретного человека,
Смотрите, это карта императора. Опять же, старший аркан. Тут есть судьбоносность определенная. У кого-то это выбор конкретного человека, на которого можно положиться, может быть. И он вам сделал какое-то предложение. Или, по крайней мере, человек может так себя позиционировать. Но вы-то в этом можете как раз сомневаться. Потому что уже пережито достаточно. И прямо так сходу я уже не верю. Меня уже не проведешь. С другой стороны, кто-то из вас мог столкнуться с силовыми структурами, когда неизбежно или с законом, или с какой-то нашей системой иерархии, может быть, с чиновниками, когда я не могу решить какой-то вопрос, и я вот сейчас должна определиться, что дальше. Либо я оставляю это дело, либо я принимаю те варианты, которые, может быть, ну, как возможные, мне предложены, или они остались, просто они существуют как таковые. Для кого-то из вас стоит ли доверять какому-то человеку конкретному, здесь тоже стоит на повестке дня. То есть у каждого в каком-то своем контексте будет вопрос. Но основное по карте императора это есть некая персона или как представитель власти, законной власти, или в принципе закона, когда меня вынуждают, может быть, обстоятельства поступить как-то совершенно по-другому. Или принять какое-то важное решение, но вроде бы как и выбора-то нет, понимаете? Вот что я хочу сказать. Нам кажется, что у нас есть выбор, а выбор может состоять, мои дорогие девочки, или я говорю да, или я говорю нет. Не то, что я иду направо или налево, или я могу еще куда-то там, да, направиться. Какие-то у меня, ну, разноплановые такие варианты. Нет, тут вот именно очень какой-то узкий коридор вот этого самого выбора. И вы понимаете, что на кону, может быть, стоит ваше благополучие, или, кто знает, может быть, ваша жизнь. Вот здесь у каждого как-то по-своему. Может быть, и ваша судьба с картой император. Хорошо, давайте вот мы раскроем тогда. Что еще, да, какой контекст идет по императору? Что нам от этого императора? От этого императора нам будет помощь, но помощь будет хладнокровная достаточно. Здесь не будет тепла душевного, и, скорее всего, вы это чувствуете, что, может быть, это будет буквально оформлена какая-то бумага. Да, вот если у кого касается оформления документов или решения вопросов с чиновниками в высоких инстанциях, тут как раз это проиграется, у вас получится это осуществить. Но, во-первых, вы сами очаровательные, вы знаете, вы очень привлекательны, мои дорогие девочки, и, видимо, есть в вас какая-то харизма, когда вам достаточно улыбнуться, просто улыбнуться, ну, как-то вот чуть-чуть изменить имидж, и все. Вы знаете, вы транслируете другую картинку, вами могут, если еще тем более это мужчина, может быть, чиновник-мужчина, то вы на него можете воздействовать, ну, вот какими-то такими женскими чарами, умея вовремя прибегнуть к дипломатии, где-то продемонстрировать какую-то, знаете, отсутствие агрессии. Вот это будет для вас важно. Но будет важно оставаться на своей волне. Транслируем мы одно, а думаем мы очень холодно, четко и где-то расчетливо. У нас как будто сейчас нет выбора. Но тогда мы решаем однозначно этот вопрос. Во-первых, тут может быть как бумага какая-то по девятке пентаклей, так это может быть у нас и получение денег, нам могут помочь буквально с деньгами, мы можем и какой-то кредит получить. Вопрос только о том, ну, надо ли, целесообразность, да? Но тут каждый из вас решает как-то по-своему. Мы можем, правда, положиться на какого-то человека, но он тоже будет видеть какую-то свою выгоду. Это император, он всегда видит какой-то свой расчет. Поэтому душевности какой-то от него ждать не стоит. Но в какой-то мере поддержать он действительно может. Не на 100%, но в последующем, все-таки это у нас девятка, будут еще какие-то перемены. У вас сейчас одни перемены за другими как будто идут. Конечно, у каждого своя сфера жизни проиграется, но сказать, что мы стремимся к тому, что ну вот завтра как-то будет стабильно хорошо, вот как вот этот аркан умеренности, но в таком, знаете, спокойно релаксирующем ключе. Нет, такого не будет. Ни одна карта об этом не говорит. И что дальше, да? Чем вы сейчас или как вы для себя видите? Вы знаете, правда, какой-то финансовый вопрос вы сумеете решить. И оформить документы. Вы сейчас наибольные, вот вы сейчас чувствуете себя совершенно, может быть, разбитой. Или какой-то вопрос у вас, ну, не получился, потому что я уже обрисовала,
цепь или цепочка каких-то событий, известий, она была достаточно сложная. Но на сегодняшний момент перед вами пространство действительно откроет какие-то новые варианты. И, скорее всего, вот если совпали вот эти все моменты, которые я сказала, то тут, знаете, реальная возможность, как вот по старшему аркану, перелистнуть историю своей жизни, словно страницу своей жизни, и написать новый сценарий, и быть счастливой. Но я не могу сказать, что будет какой-то счастливый эмоциональный фон. Скорее всего, это вы будете вынуждены заниматься вопросами конкретно своего благополучия, но у вас сейчас как будто именно благополучие стоит, даже не любовь, кто меня сейчас смотрит. Может быть, была какая-то любовь, но есть, я уже сказала, проигранный какой-то вариант или какое-то известие разочаровывающее. И хотим мы того или нет, а вопросы благополучия у нас сейчас на первом плане. Давайте мы узнаем два события, как видят карты, или две сферы жизни, события ближайшего будущего. Мы посмотрим на аркане Ленорман, оракуле Ленорман. И у нас выпадает карта мужчина. Это правда, у нас выпал император. Какой-то мужчина приходит в вашу жизнь. Может быть, он в вашей жизни, я бы сказала, уже вполне так себе может присутствовать. С другой стороны, вот те карты, которые, мои дорогие девочки, выпали, у нас девятка пентаклей рядом с императором. Я сказала, про чувства тут особо, можно не рассчитывать. И вот этот аркан оракула нам ведь тоже, знаете, о чем говорит? Нам нужно быть в мужских энергиях. Мы как будто не можем себе позволить вот эту женскую мягкость. Мы можем ее демонстрировать. Она для нас проиграется с плюсом. Мы кого-то можем очаровать. Но то, что мы сами где-то так вот расслабились, понадеялись на сказанные слова, или, может быть, подумали, что у нас какой-то вопрос уже, все, решен. Нет, скорее всего, такого не произойдет. Или в любой момент что-то может пойти не так. Это карта воли в оракуле Ленорман. И значит, с одной стороны, это может быть карта еще, знаете, как говорит, может для кого-то это проигрывается, о нашем супруге или о какой-то вашей прежней истории. Может быть, например, эта история связана с кем-то из ваших близких, не обязательно это был ваш супруг. Это мог быть и сын, например, да, каждый из нас в каких-то условиях сейчас находится, и вполне вероятно, что какая-то произошла такая обстановка или сложились так обстоятельства, что вы вынуждены решать какие-то вопросы, связанные с вашим супругом или с вашим сыном, или с каким-то вашим, может быть, родственником, именно мужчиной, и что-то завершить. И для кого-то эта карта так тоже может проиграться, но чего бы тут ни касалось, вот как будто мужские качества для нас сейчас будут в помощь, потому что нам придется где-то проявлять смелость, где-то решимость, где-то мужество. Вот эти все мужские качества, хоть мы и слабые девочки, но придется, иногда так бывает, что нам приходится быть в мужских энергиях, и, видимо, у вас сейчас такое время. Потому что, знаете, как нет тех рук, в которые мы можем упасть. Эти руки наши собственные. Но мы не можем и с чем-то просчитаться, потому что, знаете, люди могут себя вести по-разному, а нам как будто сейчас будет очень важно сохранять нашу репутацию, к примеру. Мы не должны рисковать собой, да, поэтому должны быть внимательны. Мы должны держать, в принципе, все под контролем. И одновременно мы можем иметь такого человека, который тоже нас пытается контролировать. Вот опять же, вот так, карта император. Вот знаете, здесь направление у каждого будет по-своему. У кого-то это я вот в таких энергиях, как император, а для кого-то из вас это такие возможности. Может быть, есть такой человек, который очень хочет командовать. Тот, который считает, вот я сказал, и есть два мнения – мое и неправильное. И с таким сложно взаимодействовать, потому что до души достучаться практически невозможно. А может быть, есть какой-то аспект, когда отношения надо продолжать. Вы не поменяете человека. И может быть, тут связывают и дети, или какие-то общие планы, или еще какие-то вопросы.
И где-то мы вынуждены подстраиваться, поэтому вот тут перекладывайте на себя. Значит, если это касается ваших энергий, значит, от вашего вот такого, ну, где-то решительного начала или от вашего какого-то окончательного, может быть, решения, когда вы берете ответственность на себя, будет зависеть дальнейшая ваша судьба. А для кого-то из вас это будет правильное взаимодействие с тем человеком, который может вам прийти на помощь. И это как раз вот олицетворение того императора, который у нас выпал в сигнификации. То есть это сам по себе мужчина, с которым вам придется контактировать, ну и, видимо, как-то продолжать вашу историю. Поэтому события ближайшего будущего, вот есть конкретный человек. И мы подводим итоги события ближайшего будущего по карте коса. Тут, с одной стороны, мы можем словно получить даже деньги, правда. Мы можем получить эти деньги, все-таки коса, и у нас сноп показан, да, в оракуле. Мы собрали как будто урожай. Поэтому если мы говорим о суммах, которые задерживались, как гонорар, за нашу проделанную работу, правда, деньги мы получим, мы добьемся. Если даже нам, допустим, конкретный мужчина задерживает выплату каких-то денег, мы тоже добьемся. Не мытьем, так катанием, каким-то образом. Применим мы здесь и твердость характера, и обольстительность. В итоге мы все равно сумеем решить вопрос, касаемый финансов. Вот в этом плане проигрывается карта очень хорошо. Но есть и тот момент, потому что по императору, тут вторая сторона медали, проходят те люди, которые достаточно жесткие, решительные. Почему я сказала, могут проходить те ситуации, когда вы находитесь словно под гнетом, может быть, каких-то обстоятельств, которые сопряжены, может быть, с персонами, которые занимают высокий пост, представителями властных каких-то структур, и мы, ну, ни вправо, ни влево что-то сделать не можем. Мы чувствуем какую-то ограниченность наших действий, и нам может касаться, что я буквально хожу как будто по острию. Я не имею права на ошибку, я не имею права в принципе оступиться даже. И поэтому нам говорят, будьте очень аккуратны. По этой карте, знаете, может проходить с учетом карты мужчина. Такой человек, который, правда, словно следить даже за нами может. Он не просто контролирует, а он даже не допустит каких-то минимальных ошибок. У кого-то может проиграться такая достаточно сложная психологическая ситуация, в которой вы находитесь из-за внешних обстоятельств или из-за тех вопросов вашей жизни, которые сейчас на данный момент вышли на первый план, которые именно больше связаны либо с какими-то структурами, либо с какими-то судебными разбирательствами, либо, может быть, какая-то обстановка вот такая достаточно сложная. У вас, видимо, сейчас тот период, когда вы не можете дважды сказать себе, но как-то оно решится само. Вы не можете как рисковать своим положением, вы не можете рисковать своими финансами, так и буквально вы не можете рисковать сами собой. Максимально, вот знаете, какую-то конфронтацию для вас сейчас будет важно нейтрализовать, не продолжать. Это для вас будет означать более стабильное какое-то положение, как и в обществе, так и вообще, может быть, вашему какому-то статусу. Ну, так или иначе, знаете, тут может быть и по работе какая-то ситуация. Я потеряла работу, может быть и так. И теперь я думаю, что мне делать дальше. Или работа прекратилась именно потому, что... Или здесь она может как раз вот так, такая ситуация создаться. Когда мы уходим, хлопнув дверью, может быть. А в последующем мы жалеем. То есть любая какая-то другая ситуация. Ну, давайте мы раскроем эти карты. И если мы говорим события ближайшего будущего или неожиданные, может быть, события. Вот что? И правда, карты нам показывают какие-то неожиданности, как от обстановки, так и от людей они могут быть. Что вот нам можно ожидать от конкретного человека или что в обстоятельствах, которые вас окружают или ваше окружение. Ну, я бы не сказала, тут как раз есть, знаете, по карте звезда, это мы можем, конечно, быть вынуждены буквально даже куда-то уехать. Или человек
не планирует чего-то, чтобы вам навредить, допустим, сейчас как-то. По этой карте скорее он планирует с вами продолжить работу, вот, например, или продолжить какой-то союз, я бы сказала так. Или, если это ваши собственные энергии, тут как раз сияете как звезда, хотя иногда эта карта может проиграться, что вы слишком яркая. Может быть, вы себя позиционируете как сильный человек. Там ведь выпадала у нас королева жезлов. Это те девочки, которые, да господи, они и сами по себе двух мужчин иногда стоят. Правда, это так проигрывается. Зарабатывать умею, принимать решения умею, не уходить от ответственности тоже умею. Так что еще надо? Вот где-то так. И вполне вероятно для кого-то из вас, если вот это для кого-то актуально, что есть мужчина, который мужчины не любят, когда мы словно выше их или сильнее в чем-то их. Так вот как раз, что она сияет, как звезда, и я тут меркну на ее небосклоне. То есть обычная зависть могла быть именно потому, что вы как-то ярче, сильнее, чем конкретный человек. Давайте мы посмотрим. Но сама по себе карта, она не несет негативного смысла. Хорошо, каковы же еще тогда неожиданные события? Ну, вы знаете, я не вижу все-таки больше какой-то конфронтации, если вы загадывали конкретного человека. Здесь взаимодействие. Я не могу сказать, что это надежное. Это как игра с деньгами. Значит, человек нам может где-то все-таки прийти, ну, не на какую-то такую грандиозную помощь, но допустить какие-то партнерские отношения можно точно. Он нам, например, может подарить или предложить какие-то новые возможности. Это не значит, что он решит наши проблемы. Отнюдь нет. Но это может быть как предложение должности или совершить какую-то повестку. И если эта поездка нам предлагается, как будто, ну, наверное, ехать надо. У нас какие-то новые перспективы могут открыться. Или мы, значит, узнаем, может быть, какую-то важную информацию. Это тоже для чего-то в нашей жизни. Это необходимо. Быть более легким на подъем нужно вообще. Видимо, использовать те какие-то факторы, возможности, которые дает нам Вселенная. А что еще? Каковы неожиданные события или как могут развиваться события? Ну, есть какая-то определенная взаимосвязь. Посмотрите, как двойка пентаклей, так и двойка кубков выпадает. И в этой колоде это карта искренней любви вообще-то, или искренних отношений. Я не говорю, что это именно какая-то любовная история, но я могу сказать, что даже если были какие-то с данным человеком конфликты или были какие-то, ну, разбирательства, может быть, разбирательства, у каждого ведь своя какая-то история. Тем не менее, взаимодействие выстроить можно. Тут именно нам показывают больше вас как пару. И значит, у кого-то это проиграется. И нет неожиданностей, кстати. В неожиданностях может быть только поездка или переезд какой-то. Но взаимодействие оно есть. Причем, знаете, с таким прогрессом. Сначала это начинается или, может быть, возобновляется что-то, как в основе лежит материальный интерес или какой-то деловой интерес, а в последующем это перерастает вот как раз в интерес искренний. Тут очень даже такое приятное продолжение, но когда вы на равном партнерстве, это тоже немаловажно. Хорошо, давайте посмотрим, что это у нас по косе нам сказали. Что это может означать? А это буквально может быть тоже, может быть, эти два момента, то есть эти две сферы или два вот этих аркана, оракула соединены, потому что нам снова говорят о передвижении раз, об информации два, и чего-то мы не можем оставить на потом. Нам, может быть, придется не только куда-то отправиться, а принять еще ну, какое-то предложение, правда, повторюсь, которое нам сделают люди, или попробовать себя в новом деле, или от чего-то не отказаться, с кем-то провзаимодействовать, причем сделать это быстро. Что-то будет в нашей жизни, чего мы не можем отложить на потом или на завтра даже. Иначе на завтра, если мы отложили, завтра нам уже никто ничего не предлагает. У кого-то это могут проигрываться вопросы, связанные с вашими детьми, даже детьми постарше. А что еще? Ну, тут ваша сильная позиция. Вы сумеете, с одной стороны, подвести, у вас хватит сил, как какое-то дело начать, например. Или, откликнувшись на чье-то предложение, может быть, согласиться куда-то отправиться. Или совершить, правда, какой-то переезд. Да, это потребует от нас хладнокровия, выдержки. Где-то
проститься с собственными какими-то, может быть, привычками, с привычным образом жизни. Для нас будет необходимо быть, знаете, как в энергиях мага. Это больше хладнокровия какой-то реальности. И когда мы себе не замыливаем эмоциями глаза, тут вообще об эмоциях, точнее, придется забыть нам, ну, хотя нам сказали, да, про искренность, но это совсем не та вселенская любовь, когда мы можем расслабиться. Тут наоборот, вокруг вас словно будет много жестких энергий, которые вас вынуждают как и себя сохранять, так и думать о какой-то реальности, понимаете, быть в этой реальности в моменте здесь и сейчас. Вам будут даны большие возможности, но только в том случае, если вы себя поставите на первое место и транслируя буквально какую-то доброжелательность, дипломатию, тем не менее будете поступать очень рационально. По сути дела, это тактика серого кардинала, ну или карта сила. И раз нам выпадает старший аркан сила, для чего-то, видимо, вот эти перемены, которые идут через какую-то трансформацию сложную, может быть, через сложные отношения, сложную ситуацию по работе, по деньгам. Пространство, может быть, имеет на вас, мои дорогие девочки, какие-то виды, чтобы вы кардинально как-то изменили свою жизнь. Я бы сказала, качество жизни, вектор своей жизни. Ну, давайте спросим и дальше, к чему это все придет. Хотя, в принципе, нам уже сказали, ну, чем это все закончится. Но самое главное, не сомневаться в себе. И правда, это карта внутренних страхов. Это все то, что я буквально недавно говорила. И когда у нас выпадает карта мага или карта силы, очень важно не добавлять какой-то глубокой философии, которая нас затягивает словно на глубину прежних переживаний. Мы здесь такой силой обладаем, что можем словно наколдовать себе вот не ту реальность, а на самом деле мысль материальна. Поэтому нам будет в целом помогать, будут точнее, наши правильные мысли. И если мы будем допускать, что мы можем проиграть, как будто проигрыш мы себе нарисуем, запрограммируем. Поэтому для нас дважды будет верить в собственные силы и где-то то, что у нас получится осуществить желаемое. Вот в новое качество жизни какое-то. Ну, давайте какой-то итог подведем. Совет от карт. Нет, это карта бланка, не дают нам какого-то совета. Тогда давайте, раз выпала уже карта бланка, и я сделаю таким образом. Я достану колоду Таро Иллюминатов. Люблю эту колоду, она всегда говорит, ну, что есть по факту. В ней мало каких-то эмоций. Как видят карты, чему вы сейчас должны уделить внимание, что вам помогает. Давайте так спросим. Что вам будет помогать? Победа. И там у нас выпадала тоже победа, шестерка жезлов, это повелитель победы, конкретно так называется карта. И это когда мы, знаете, в себе не сомневаемся, вот правда. И когда у нас получается решить, может быть, один какой-то маленький вопрос, и мы, вот то, что вы сейчас задумали, может быть, и почему вы смотрите видео, и вы вот от этой какого-то пункта, победоносного, да, когда пусть это не что-то грандиозное, но одна, пусть даже маленькая победа, она вас вдохновит на что-то более грандиозное. И для вас эта победа будет как точка невозврата к какому-то прежнему качеству жизни и новые перспективы на будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие девочки, и будьте счастливы и любимы всегда.